Какое место своего тела вы представляете, когда слышите термин «мышцы тазового дна»? Наверняка вы подумали о мышцах внутри вагинального канала. А что, если я скажу вам, что когда мы делаем тренировку мышц тазового дна или всем известное упражнение Кегеля, мы не тренируем мышцы внутри вагинального канала, потому что там находится гладкая мускулатура, которая не поддается сознательному контролю. Что это значит? Внутри вагинального канала нет вагинально управляемых колец, которые вы можете сокращать силой мысли. Когда вы слышите о том, что кто-то передвигает какие-то предметы или завязывает хвостик от вишенки, это происходит за счет игры с внутрибрюшным давлением. То есть за счет того, что мы, например, делаем вакуум и снижаем внутрибрюшное давление, или мы специально тужимся и повышаем внутрибрюшное давление, мы создаем вот это движение внутри вагинального канала. Но это не имеет никакого отношения к тренировке мышц тазового дна и к мышцам тазового дна. При этом слышали ли вы о том, что мышцы тазового дна есть не только у женщин, но они есть и у мужчин? Поэтому здесь мы тоже сможем сделать вывод, что мышцы тазового дна – это не мышцы внутри вагинального канала, потому что как минимум у мужчин этих мышц нет. Давайте в ролике разберемся, что же такое мышцы тазового дна, где они находятся, как их найти и за что они в нашем теле вообще отвечают. Мышцам тазового дна относится огромное количество мышц, которые выстилают выход из таза. И если мы смотрим на область таза как бы в условиях гинекологического кресла, мы можем выделить несколько слоев мышц тазового дна. К поверхностному слою относятся, например, луковично-губчатая мышца, сфинктер ануса, наружная поперечная мышца, седалищно-пещеристая. Это те мышцы, которые отвечают за смыкание половой щели, за выделение последней порции мочи и принимают участие в сексуальной жизни. Далее идет средний слой мышц тазового дна. И здесь мы можем выделить, например, такие мышцы, как компрессор уретры, уретровагинальный сфинктер, мембрана промежности. Это мышцы, которые принимают участие в удержании мочи в процессе мочеиспускания. Для меня, как для реабилитолога, основной интерес представляет глубокий слой мышц тазового дна, который представлен мышцами musculus levator ani. В переводе означает мышцы, поднимающие задний проход. Это мышцы, которые выстилают выход из таза, участвуют в поддержке тазовых органов, в регуляции внутрибрюшного давления, в стабилизации таза. И если мы говорим о тренировках мышц тазового дна, именно эти мышцы представляют для нас особый и главный интерес, как для специалистов, так и для вас, для пациентов. Помимо леваторов, к глубокому слою мышц тазового дна относятся копчиковые мышцы. Также принято в современной физической терапии мышц тазового дна принято выделять и относить к мышцам тазового дна такие мышцы, как внутреннюю запирательную и грушевидную, потому что эти мышцы выстилают латеральную боковую стенку таза. При этом, если мы говорим о внутренней запирательной или грушевидной мышце, это те мышцы, которые принимают участие в движении тазобедренного сустава. Данные две мышцы относятся к так называемой глубокой шестерке, то есть глубоким ротаторам тазобедренных суставов. Произнесу все 6 этих мышц. Это внутренняя запирательная, которую я уже упомянула, грушевидная, внешняя запирательная, верхняя, нижняя близнецовые и квадратная мышца бедра. Эти мышцы отвечают за внешнюю ротацию тазобедренного сустава в положении, когда тазобедренный сустав разогнут, и за отведение бедра в том положении, когда тазобедренный сустав согнут, мышцы отводят бедро. Таким образом, я хочу, чтобы вы понимали, когда мы говорим о тренировке мышц тазового дна, мы имеем в виду огромное количество мышц, на которые мы можем воздействовать физическими упражнениями, можем менять тонус, можем сознательно этими мышцами управлять. Если же мы говорим про мышцы внутри вагинального канала, то это гладкие мышцы, которые не способны к произвольному, сознательному сокращению. То есть мышцы внутри вагинального канала мы специально не тренируем. Когда мы говорим про тренировку мышц тазового дна, мы тренируем те мышцы, которые я перечислила в данном ролике. Опережая вопрос нашей мужской аудитории, такие же ли мышцы у вас в области тазового дна, как и у нас, у женщин, могу сказать, что да, практически все так же. Единственное, наверное, это будет хорошей новостью, у вас, у мужчин, на одну мышцу больше. У вас еще есть мышца, поднимающая яичко.